Историю Чапика сложно понять и еще сложнее найти слова, чтобы ее объяснить. Случилась эта история в Курске. Мужчина, у которого был полуторагодовалый ребенок, подарил жене на день рождения щенка чихуахуа. Почему выбор пал именно на такой подарок, непонятно. Возможно, мужчина воспринял собаку в качестве игрушки для своего маленького сына. Через время мужчина понял, что, хотя собачка и похожа на игрушку, но она требует внимания, заботы, времени, да еще и вложения денег в виде специального корма и поездок к ветеринару. Такая ситуация мужчину начала очень раздражать, и свою злость он начал вымещать на животном. Чапику очень тяжело жилось в этом доме, ведь он чувствовал, что ему здесь не рады. Собака целыми днями сидела в углу и боялась ступить лишний шаг, чтобы не вызвать злость хозяина, но это не помогало. Едва Чапик попадался мужчине на глаза, он тут уже находил, за что его наказать. Песик жил в постоянном страхе и с ощущением, что он в этой семье лишний. Даже по фото видно, что собака чувствует себя ненужной и нелюбимой. В какой-то момент мужчина вышел из себя и потребовал, чтобы собаки в доме больше не было, угрожая в противном случае выбросить Чапика на улицу. Женщина обратилась к волонтерам, упрашивая их забрать собаку и найти для нее новый дом, пока не стало слишком поздно. Чапика забрали в дом, арендованный специально для животных. Первое время песик был очень растерян. Его семья была совсем не идеальной, но другой он не знал и другого дома у него не было. Вместе с собакой отдали только ее ветеринарный паспорт, но указанные в нем прививки были уже просрочены. Вещей у Чапика не было, видимо, даже зимой на прогулку его выводили без одежды. Влиться в коллектив, где уже были десятки самых разных собак, для Чапика оказалось сложной задачей. Первое время он очень нервничал, боялся других животных, постоянно ждал проблем и даже метил стены. Остальные собаки словно поняли, что Чапику нужно время, и старались лишний раз его не трогать, поэтому постепенно он привык к окружающей обстановке. Чапик оказался ласковым и добрым животным, он очень любит играть с людьми, сидеть на ручках. Не особо пес любит кошек, но его бурчание в свою сторону кошки также воспринимают не всерьез. Прошло немного времени, и Чапик освоился в новом доме, он стал гораздо веселее и общительнее, больше не прячется под диваном, а весело играет с другими животными. Малыш побывал у ветеринара, прошел кастрацию, перестал метить стены и терпеливо ждет с туалетом до улицы. Малютка даже немного подрос и набрал вес. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.